У какого же ТВ-бокса самый крутой автофреймрейт на рынке этих самых ТВ-боксов? И что такое автофреймрейт, мы с вами уже знаем, мы делали обзор. Ссылочка на обзор, что такое автофреймрейт в 2021 году, в описании под видео. Ну а что такое лучший автофреймрейт, мы разберем в этом обзоре. Поехали. Многие из вас уже догадались, что речь идет о Югус. Конечно же, у Югус самый лучший автофреймрейт. И давайте разберем все режимы автофреймрейта, вообще как они работают, как настраиваются. Потом и обсудим, какой автофреймрейт есть у сторонних приставок, которые есть у Югус. Ну, например, там у Mi Box'ов, у Nvidia Shield существует автофреймрейт от Google, да, через API от Google, он есть и в Югус. Но в Югус есть еще, допустим, AFR Calc. AFR Calc есть подобие у Nvidia Shield, там где вручную можно переключать, но такого как в Югус нет. Или там срабатывание во всех приложениях, то есть, допустим, на MLogic HS905X3 есть переключение AFRD через root права, но нет переключения разрешения. Ну короче, а в Югус есть сразу все. Слушайте, ну смотрите, ссылочки на приставки Югус лежат в описании под видео. Это для тех, кто думал купить приставку с самым правильным автофреймрейтом и огромным количеством автофреймрейта. Не думал, что я так буду говорить. И при этом в разных ценовых категориях лежат в описании под видео. А мы начинаем, но при этом просим вас подписаться, нажать колокольчик, чтобы вы не пропустили дальнейшие наши самые интересные видосы. Поехали. Смотрите, мы уже в меню. Как мы видим, здесь автоматическая подстройка частоты. Вообще в Югус это все находится в меню настроек. У меня она на прошивке Android TV, вернее на Android TV модуле. И вкратце, автофреймрейт позволяет переключать частоту вашего телевизора под частоту записанного контента. В частности, фильмы идут, например, 23 976 кадров в секунду. Ну, если округлить, 24. Допустим, IPTV идет 25 или 50. Допустим, там какие-нибудь ролики в YouTube идут 30 и тому подобное. А если мы с вами зайдем в настройки устройства в экран, то зачастую разрешение экрана у нас стоит в 60 Гц. В данном случае 4К 60 Гц. Поэтому вот сразу возникает вопрос, что же происходит, когда проигрывается не тот контент. То есть у вас начинается поддергиваться на динамических сценах такое тык-тык-тык-тык-тык, дрожание появляется. И в некоторых случаях спасает уплавнялка на телевизоре, а иногда телевизоры не имеют уплавнялки, либо уплавнялка неправильно отрабатывает, потому что нет нативного, скажем так, потока в нативной частоте. Так вот, в Югус есть все, и мы с вами переходим в настройки Югус. Давайте. Такое же есть в Токс приблизительно, но мы сейчас говорим про Югус. Здесь есть настройки воспроизведения меню. Так вот, автоматическая подстройка частоты. Здесь существует три вида автофреймрейта. Первый это, скажем так, автофреймрейт от Югус, который меняет во всех приложениях. Второй тип это автофреймрейт от Google, через API от Google. Ну я так его называю, обычно это программный автофреймрейт называют, кто как. Но я называю это через API от Google. И AFR Calc, это когда автофреймрейт по кнопке. Смотрите, как настраивается самый расширенный. Если вы хотите, чтобы у вас переключало во всех приложениях, то вы нажимаете автоматическая подстройка частоты и выбираете опцию менять только частоту экрана, либо менять частоту и разрешение. Ну, в моем случае 4К телевизор, и это подходит конкретно для 4К телевизора. Почему? Объясню. Потому что когда у вас 1080p телевизор Full HD, то я рекомендую настраивать и ставить менять только частоту экрана. Почему так происходит? Да потому что нет смысла менять ваше разрешение в 4К только из-за того, что ваш телевизор 1080p. Вы получите, скорее всего, негативный результат в виде черного экрана, несуществующей, неподдерживаемой частоты. Поэтому меняем только частоту экрана, ставим на 1080p телевизоры и меньше, а меняем частоту и разрешение в 4К. И вот здесь вот, когда мы ставим эту опцию, то в данном случае я бы рекомендовал выставлять разрешение самого экрана в 1080p. То есть разрешение экрана у меня сейчас 2160 на 60 Гц. Я бы рекомендовал ставить 1080p 60 Гц. Либо 50, если вы предпочитаете больше смотреть IPTV. Возвращаемся в настройки воспроизведения. Теперь переключать на 50 Гц для 25-кадрового контента и переключать на 60 Гц для 30-кадрового контента. Объясню, для чего это нужно. Это обалденная опция. И, допустим, на автофреймрейте от Google эта опция немножечко неправильно работает на телеках
у которых, например, есть такое, вот запомните, у которых, например, есть частота 50-60 Гц только. Такое есть на самом деле. И нативно телеки поддерживают не только, вот допустим, есть телеки, которые не поддерживают 24 кадра, но при этом там автофреймрейт нужен, потому что они могут менять на 50 и на 60. А, например, вы поставите 25 кадров, да, вот уберете вот эту опцию на 50 на 25, вот. И при воспроизведении IPTV в 25 кадров он переключит в 25 в несуществующую частоту и останется на 60. И вот это вот одна из причин, почему иногда даже при наличии автофреймрейта он говорит, а вот у меня автофреймрейт в TV-боксе, а IPTV все равно тормозит. А у тебя в телевизоре есть нативные 25 кадров? Не только 24, а 25 нативные есть? Нету. Ну, потому что приставка попробовала переключить в 25, частота несуществующая, и оставила в 60. Вот это именно для этих целей созданы вот эти моменты. Плюс мониторы, ТВ-боксы, которые подключены к мониторам, которые зачастую поддерживают только 50 и 60 Гц, в 25 они не переключатся никогда. То есть это тоже для мониторов. То же самое 30 кадров. Если ваш телевизор не поддерживает 30 кадров, или монитор он не поддерживает 30 кадров, то нужно ставить эту опцию. Я советую ее держать всегда включенной, только в том случае ее отключать, если ваш телевизор не держит 60 Гц. То есть это вот только в таком случае. Всегда используя дробные частоты. Поддерживает ваш телевизор дробные частоты или нет, этого мы не знаем. Но приставка поддерживает дробные частоты, и я предпочитаю использовать дробные частоты, потому что, например, контент, просматриваемый в 23976, который имеет частоту кадров 23976, и просматривается на телевизоре, который тянет только 24 кадра без дробей, он в любом случае один раз в некоторое время будет давать фриз. Мелкий фриз, но вы со временем его начнете постоянно замечать. Поэтому ставлю дробные частоты. Также советую обратить внимание на задержку возврата параметров экрана в секундах. Для чего это нужно? Вообще работа автофреймрейта знаменуется постоянным переключением в черный экран. Все мы это знаем. Но в данном случае при выставлении задержки, например, в 5 секунд позволит вам, например, перематывать фильм без выпадения в черный экран, переключать каналы IPTV без выпадения в черный экран. То есть если следующая частота канала будет соответствовать предыдущей в IPTV, то оно не будет моргать постоянно. То есть оно включится один раз при включении IPTV, и при наличии канала, допустим, 25-50 Гц, либо 25, либо 50 и активированной первой опции, он будет работать в постоянном режиме. То есть не будет моргания черного экрана. Это удобно. То же самое и в роликах YouTube. Там зачастую 60 Гц и 30 Гц ролики. Очень редко кто снимает 25. Обычно это эфирное телевидение 25 для стран СНГ. 25 и 50. То есть я снимаю, например, в 60, и все наши ролики в 60. Поэтому я задержку возвратов параметров ставлю всегда на 5 секунд. Ну, шумодав — это уже отдельная тема для разговора. И также вам здесь необходимо выбрать список приложений, которые будут реагировать на переключение этого самого автофреймрейта. То есть данный автофреймрейт регулирует частоту в определенных приложениях. То есть вы можете выбрать принудительно приложения, в которых не будет срабатывать, например, в Google Chrome, либо в SmartTube Next, потому что там свой автофреймрейт. То есть вы можете вообще использовать разные типы автофреймрейта одновременно. Заходим, любой фильм запускаем, они в принципе все в 24 кадра. И запустим. Выбираем даже стоковый видеопроигрыватель, и оп, у меня было, вот оно, переключение автофреймрейта. И мы видим, что у нас проигрывается фильм. Все, как бы мы можем выходить, то есть у нас AFR сработал, он выключился, и сейчас у нас задержка 5 секунд, он включается обратно. Поэтому этот AFR работает. Мы его сейчас отключим, мы покажем второй AFR. При полном отключении этого AFR у нас есть рабочий вариант автофреймрейта, который реализуется через приложение. То есть в данном случае приложение должно поддерживать такой AFR. Такой AFR программный есть в Xiaomi Mi Box, есть в Nvidia Shield TV. В чем она еще есть? В Tox 1 есть. То есть это достаточно распространенная технология, и проверяется ее наличие через Vimeo, через диагностику. Если мы нажмем, мы увидим внизу перечень переключаемых режимов. То есть мы можем видеть, что здесь есть режимы вплоть до дробных частот 23976 для того, чтобы ваш Vimeo, либо TV Mate, либо SmartTube Next могли переключать. Чтобы его активировать, например, Vimeo, нужно перейти в настройки Vimeo,
Нужно включить, использовать автоподстройку частоты обновления ТВ, это значит, он будет переключать частоту. А если у вас еще и 4К телевизор, то использовать автоподстройку разрешения телевизора. То есть он будет подстраивать разрешение между 1080p и 4К под контент воспроизводимый. И в данном случае Vimeo уже будет клацать частоту. То же самое и в SmartTube Next. Автофреймрейт будет срабатывать SmartTube Next. Если мы зайдем в настройки, раздел автофреймрейт и активируем этот автофреймрейт, и плюс то же самое есть переключать разрешение, это в случае с 4К телевизором. А также исправлять FPS. Объясню, что это такое. Дело в том, что здесь стоит 30 и 60. Чтобы было понимание, в YouTube, когда пишут 60 FPS, зачастую это не 60 FPS ролик. Это ролик 59.94. Так же, как и 30 FPS, это ролик 29.97. Потому что камеры так снимают. Единственный прямой FPS возможен, это когда делают стримы, либо снимают с телефонов. Поэтому я советую всегда ставить, исправлять FPS, потому что большинство этих роликов идут именно с дробями. И мой ролик в том числе тоже идет с дробями. И теперь, когда вы будете запускать ролики, они тоже будут срабатывать с автофреймрейтом. И здесь я тоже советую включить автофреймрейт паузу порядка 3 секунд, для того, чтобы при перемотке ролика у вас не было переключения в черный и переключения обратно. То есть он будет постоянно держать одну заданную частоту ролика. То же самое, какие еще приложения поддерживают? TVMate для просмотра IPTV. По-моему, OTT плеер, но я использую TVMate, если мне нужно использовать его на таких приставках, как Xiaomi Mi Box и, допустим, Nvidia Shield TV. А здесь я использую совсем другой тип автофреймрейта, который я вам показал в первом варианте. Насчет того, где существует такой вариант, как Vugus в первом варианте, то нигде. Существует мелкое подобие на ТВ-приставках с iMlogic процессорами на root правах, то есть он сам переключает только частоту экрана, ничего более. Вы там тоже можете выставить задержку, но это далеко от идеала, то есть здесь это сделано лучше. Последний тип автофреймрейта, который присутствует в Vugus, это AFR Calc. Настроить его можно очень просто. Идем в настройки Vugus, идем в настройки устройств ввода, в менеджер кнопок и добавим, во-первых, выберем устройство ввода, которое у вас есть. У меня в данном случае это вот этот вот микрофон SG. Добавим кнопку, я, например, на единичку нажимаю основные кнопки и выбираю AFR Calc. Сохраняю настройки и переподключаю эту самую мышку, аэромышь, как я ее называю. А вот теперь самое интересное. У нас отключен любой тип автофреймрейта. У нас изначально стоит, допустим, 50 Гц, если вы смотрите только IPTV. Я иду в ролик, в YouTube, включаю какой-нибудь ролик. Здесь есть динамическая сцена. Я вижу, что он начинает тормозить. Не тормозить, а фризует, или вижу джодер эффект. Очень многие его видят невооруженным взглядом, без каких-либо тестов. Я нажимаю на единичку. У меня происходит переключение частоты ТВ-бокса. И ТВ-бокс переключается на частоту, которая есть в ролике. Это автоматический подбор частоты по запросу. То есть вы избегаете вот этого постоянного моргания. Если вы видите джодер эффект, нажимаете на одну кнопку, и ТВ-бокс приводит ваш контент в соответствии с, частоту вашего телевизора в соответствии с частотой контента. Я вышел, сейчас сработает автофреймрейт обратно. В данном случае не сработает, потому что 60 на 60. А нет, сработал. 60 на 60 переключал. То есть это один из самых лучших вариантов автофреймрейта. Такого автофреймрейта нет практически ни у кого. Есть у Шилда вручную переключение автофреймрейта, да, но здесь это просто нереально. То есть он сам вычисляет частоту и сам переключает на ту частоту, которую необходимо. Это очень удобно. То есть мы можем сейчас с вами, знаете, как сделать? Мы можем зайти в настройки Vugus, в информационные панели, показать информационную панель в виде окна. Сделаем, давайте настройка окна не будем. И включим там, допустим, режим экрана. Видим там герцовку сейчас. Смотрите, идем в YouTube, идем 4К геоплейсы. Идем в ролик, например, 50 Гц. Я его включаю. Смотрите, дело в том, что данный ролик, я сейчас как пример покажу, он идет в 50 Гц. Но частота экрана у нас 60. И просто-напросто немного может притормаживать в динамических, вот и видно даже, подергивается. Мы нажимаем на единичку, у нас произошло переключение. И мы видим, что у нас частота переключилась в 50 Гц.
Это невероятно удобно, я вам серьезно говорю. Это один из самых лучших автофреймрейтов. Теперь выходим, давайте какой-нибудь фильм, и вы поймете, что это нереально классно. Давайте тот же самый, да любой, вообще не важно. Конец фильма сейчас запустим в 1080p. Через любой плеер, который не поддержит автофреймрейт, чтобы не было инсинуации. Ну и здесь мы видим, мы нажали уже на единичку, я так автоматом нажал, получилось 1080p, 25 Гц. Дело в том, что этот фильм идет в 25, это телевизионный фильм, телевизионного формата, поэтому мы здесь видим конкретно 25 Гц. Ребят, невероятно удобно, все очень круто, и я считаю, что Vugus самый лучший автофреймрейт на рынке, который только есть вот среди ТВ-боксов. Поэтому если вы всегда мечтали смотреть кино, например, жестких дисков онлайн, и мечтали иметь самый современный автофреймрейт, то именно Vugus он такой и есть. Если вам нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.